Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. После окончания Великой Отечественной войны 17-летняя Лидия выехала в Среднюю Азию. Лидии пришлось принимать самостоятельно важные решения, которые определили дальнейшую жизнь. Казалось, что трудности и слезы позади, но в жизнь Лидии ворвалось новое испытание. Я попросила паспорт, у нас место не паспортное. А я попросила, говорю, мне лишь бы доехать. Они на год дали мне паспорт. Я в Среднюю Азию выехала. А в какую страну? Куда? В Сарчиё, Динаво, вот это вот. Мимо Термеза я ехала. 8 суток я ехала от Миллерова до Баку. А потом на Красноводское море, на паром, а потом уже тут ехала на поезде. Когда я ехала, в вагоне сидела, мне было 17 лет, 17-й. А рассказала, говорю, я первый раз еду. А дяденька один сидел и говорит, ну все, вот Термез, вот граница, все, ты уже домой не попадешь. Я как раз плакала, он потом мне говорит, ну не плачь, ну что ты так сильно, я пошутил. Говорит, поезд развернется и отвезет тебя домой. Но я все равно не верила, уже все думала. Когда я приехала в Динау, поступила на работу. У вас там родственники были? Или... Не родственники, знакомые Знакомые просто они. С мамой были знакомые, мама меня послала, что уже я подросла в колхозе. Там жизнь немножко, наверное, легче было, да? Ну да, или возможности я приехала, были? конечно, Да. в Среднюю Азию приехала я, Да. Сардаринская область, город Динаво. Я у них жила, потом поработала 1,5 года у прокурора прислугой, а потом мама должна приехать уже с остальными братишками. Был Петя и Витя был. В 5 классе учился Петро, старше, меньше меня на 6 лет он был. И я пошла в райводхоз на воду. Вода с гор шла, и мы ее распределяли по каналам. И вот я дежурила. В субботу было очень трудно сохранять, очень было трудно. Я говорила, 3 суток за вас буду дежурить, только вы 1 раз в месяц преподала. Мы дежурили по суткам, 3 человек. То есть в субботу вы не работали? Не работала. Я в субботу с детства мы даже насмехались, даже судить хотели. Иногда даже приезжало начальство и смеялись с меня. Говорят, нас, говорит, будет в казане жарить, а Лиду нашу, говорит, на тарелочке преподнесут на облаках, на небо. Правда, говорит, ха-ха-ха, смеются Да, все. что? А я говорю, если я устаю до конца, вы увидите меня. Только дай Бог мне силы до конца устоять, чтобы это... Потому что писали, куда на работу поступаешь, обязательно надо было писать заявление выходной суббота. Если им устраивать, они подпишут заявление. Если нет, иди, говорит, в свою субботу. И пошел дальше искать. Было очень трудное время. Но все равно мы соблюдали заповедь, потому что мы знали, что это заповедь Божия. Если я не ошибаюсь, ваш муж, он за субботу находился в тюрьме, да? Да, у меня 2 детей было, это в 58 году. У меня 55-го девочка родилась, и в 57-м 2-я девочка. Наташа и Аня были, то ему пришла повестка, в субботу было, на субботу, чтобы... А он не пошел, а пошел выходной утром рано. Они говорят, почему ты не пришел? Ну, я по религиозному убеждению не смог прийти, вот сегодня я пришел.
Его заставили написать объяснительное и передали в суд. Когда передали в суд, несколько раз его вызывали, и так он уже не работает. А меня вызвал следователь и стал беседовать со мной. Говорит, как ты будешь жить? У тебя 2 детей маленьких. Ты ему скажи, чтобы он свою эту субботу бросил и шел работать по-настоящему, как все люди. А я сказала, как я ему скажу? Он воспитанный в этом. Его папа сидел 3 года. 1 раз за армию. 5 лет ему дали. 2 раз сидел 10 лет. 3 раз тоже 10 раз. И еще 4, 3 раза он по 10 лет. Получается, где-то 30 лет. 35 лет. 35 лет. 35 лет у него было. И он сидел и говорил, что я, говорить, от звонка до звонка. Никакой амиссии, никакой комиссии, никакого помилования. Всю неделю работаю, подходит пятница, выйдешь завтра работать? Нет, конечно, я за субботу сужденный, как я выйду. Меня в карцер, одиночку. Никакого. Когда мужа забрали моего тоже, когда вот он сказал, меня позвал следователь, поговори. Я говорю, ну как он говорит, мы читаем Библию, тоже я знаю законы. Я говорю, если вы читаете Библию, вам известно, написано не только веровать, но и страдать за него. Ефесянам 4 глава. Я сказала, когда он говорит, бесполезно с тобой беседовать. Все. Я дальше продолжаю. Не приходи больше. Твоего мужа будут судить. Потом вызвали на суд. Я пришла, хотела передачку. Пока его забрали, посадили. А потом на суд привели. Я пришла с детьми. И его посадили. Никакой передачки, никакого свидания нам. Посадили меня возле порога, а он сидел впереди. Я говорю, дайте ему хоть что-нибудь покушать, когда еще суд не начался. Кончится суд, мы потом вам свидание дадим. Суд шел, и стоял судья, говорит, от 3 и до 3 лет. И все там кидались, дайте мы его разорвем сами. Такие были, это в городе Регаре, Турсунзаде сейчас его называют, и ему 3 года дали. И увезли тут же. Никакой передачки не взяли. И свидания нам свидания не дали, да. ничего. И он сидел в Душанбе все 3 года, от звонка до звонка. Вы общались в то время? Никогда не дали, никогда не дали. То есть вы даже не знали, он живой, не живой, да? Потому что поначалу очень трудно было. Очень их испытывали, все. Думали, может, перебедять или что-нибудь. А потом давали под конец уже. То даже подойду, говорю, передачку. Вот хай выйдет в субботу работать, тогда возьмем передачку. А так нет. Никакой передачки не принимали. Очень трудно было. Были моменты в вашей жизни, вот в те трудные моменты, когда вы допускали сомнения насчет, может быть, зря, может быть, напрасно? Нет, у меня сомнений не было. Никаких не Бог было. подкреплял с Божьей силой, знаете, все переносило. А водное я получала, когда 18-19 год мне было, в 3 часа ночи. Да вы что? Только одна сестра с нами пошла, и с братом, с просвитером, который преподавал мне, брат. И со мной одна сестра пошла. И все, в 3 часа ночи не пели. Помолились тихонько, шепотом, и принимала я в 3 часа ночи. Чтобы никто не видел это сделать. Чтобы никто не видел и не слышал. Сейчас благодать Божия. Я часто молодежи говорю, цените это время. Господь благословил это время. Такое сейчас хорошее время. А мы принимали в 3 часа ночи. И то в саду, где речка проходила, водичка пробегала. И там принимали. А как насчет собраний? Проводили тоже вечерами, ночью или... Собрание мы проводили утром рано, до зари, чтобы до зари. Не до солнца, а до зари еще. Еще не расцветало даже, чтобы уже разойтись.
Но собраний не оставляли. Завешивали окна, одеялом, света там где-нибудь в уголочке, под тюлечек такой или под повесить его. Молились шепотом, но со слезами в сердце молились. Не так. Сейчас благодать, милость Божия. Все удобства, да? Все удобства, принимают водное, какое сейчас поощрение, подарки дарят. У нас не было, Библии у нас не было. Я переписывала всегда друг у друга, мы писали псалмы, если узнаем какой, кто знает, писали. Бумажку приклеишь, другую бумажку, ни тетради не было, ничего, ни альбома никакого не было. Когда вот я уже у свекора жила, он мне сказал, Лида, говорит, за рукопись, говорит, очень строго. Ты порви его, свою тетрадь эту, которую переписывали. Не было ни Библии, не было ни псалтыря, не было ни какого-то. То есть за песен. это могли в тюрьму посадить, если находили... Да. Если ты сам рукопись. рукопись. Говорит, это... за Библию осудит, но не так строго. А за рукопись? А за рукопись очень строго. И он мне скажет, я говорю, папа, я убрала, я спрятала в крышу там где-нибудь, в соломенную. А он говорит, нет, они найдут все равно. Они ходят с собаками, говорит, собаки ученые найдут. Порви, говорит. Но мне рвать было жалко. А он говорит, ну тогда сожги. Печка топилась, как сейчас помню. Это было очень давно, но я помню, как я взяла эту тетрадь и положила на дрова. Печки горели. Я положила, не загорелась. Вы знаете, у меня слезы текли. Не вспыхнула, а так тлела, и так осталось комочек зола. Это просто он потом тоже говорит, ну это твои слезы, говорит, поэтому говорит. А были времена, когда приходили домой, проверяли или искали Библии? Я вам расскажу, значит, было такое, когда дедушку, не папа, а его папа, дедушка Денис, его сослали на Колыму на постоянно, на пожизненно сослали. За веру. А мой муж, да, за веру. Он сидел много раз, и его так сослали, домой не пустили. Бабушка умерла без него, а потом он болел сильно там, и мой муж ездил, его привез. Потом он рассказывал, говорит, что когда заходили, полицаи или кто там, наверное, это, заходит, дверь открывают, а мой свекор, говорит, открыл им дверь, и дедушка дома был. А он открыл, свекор, а они говорят, как имя, отчество? А он говорит, Петр, отчество, Денисович. Ему Петр не нужен был им, а им Денис был нужен. А где Денис? Тут был, говорит, здесь. А дедушка стал в уголок, в комнате. Не накрывался ничем, не прятался никуда, ни под кровать, ни под стол. Стоит в уголку и молится. Перевернули всю комнату, все, искали, и постель трусили, и все выкидывали на пол. А дедушка стоит, и его не видели. Вот Бог чудо. Это реально это чудо. Не Господня милость. И он сохранил. И он потом мне говорит, Лидочка, вот так надо молиться Господу. Все возложи на Господа, все свою силу, упование и надежду, тогда Господь сохранит. Преследование христиан велось по всему Советскому Союзу. Времена правления Никиты Хрущева – это времена активных гонений на христиан. Многих преследовали, судили неоднократно, отсылали в ссылку и лагеря. Муж Лидии Иван Петрович Свиденко был осужден на 3 года тюрьмы за веру в Бога. И несмотря на все трудности, выпавшие на долю молодой женщины, она оставалась верна Богу.